холодный осенний день в маленьком городке недалеко от леса находился приют для животных. Это скромное заведение располагалось в старом здании с облезлыми стенами, окруженном высокими деревьями, которые, словно старые гвардейцы, стояли на страже. Осень укрыла все вокруг золотисто-коричневыми листьями, которые медленно падали на землю, создавая уютный ковер. Вдалеке, в большинстве своих вольеров, бурлящих смехом и радостью, жили яркие, жизнерадостные собаки. Они весело взвизгивали и прыгали, отчаянно тянувшись к вниманию проходящих мимо волонтеров и посетителей, их счастливые глаза сверкали от надежды. Но в одном углу вольера лежала большая немецкая овчарка по имени Арчи. Его грустные глаза, полны печали, наблюдали за происходящим вокруг, но никто не замечал этого страдания. Он был поражен трудными уроками жизни и полностью погружен в свои мысли. Его жизнь была полна одиночества, боли и недоверия к людям. В этот момент приближающаяся девочка в розовой кофточке с большими, полными вниманием глазами протянула ладошку сквозь прутья вольера и шепнула: «Ты мой друг». Арчи был не просто собакой, он был живым свидетелем жестокости и суровых преград. 3 года назад его нашли на трассе в шокирующем состоянии, в крови, с порванным ухом и сломанными ребрами. После того, как ветеринары приюта сделали все возможное, чтобы вылечить его, у несчастного Арчи осталась травматическая память. Душевные раны были куда глубже, чем физические. Он научился полагаться только на себя. В приюте волонтеры старались дать ему любовь, общались, гуляли, но Арчи оставался настороженным, словно защищаясь от прошлых травм. Он шел как тень, опустив голову и не реагируя на лакомства, которые ему предлагали. Каждый день он наблюдал за теми, кто приходил в приют, с грустью на сердце, но о нем никто, кажется, не догадывался. Он не играл с другими собаками и проводил долгие часы, уставившись в одну точку, как будто искал в глазах проходящих людей чуть-чуть теплоты. Но каждый раз повторял один и тот же сценарий – отстраненность, одиночество и переживания. Каждый вздох напоминал ему о провалах и разочарованиях. Арчи всегда мечтал о том, чтобы кто-то выбрал его. Однажды, в дождливый октябрьский день, все изменилось. Приют, который казался серым, разом наполнился новым источником света и радости. Молодая мама пришла с 3-летней дочкой Верой, полной безграничного энтузиазма и искреннего интереса к миру. Девочка с улыбкой остановилась перед вольером Арчи. Ее светящиеся глаза, полные надежды и искренности, мгновенно привлекли внимание собаки. Она наклонилась, протянув ладошку к прутьям вольера, и с нежностью произнесла: «Ты мой друг». Эта простая фраза, наполненная детской искренностью, словно томимый дождь в сухой земле, дала пульс жизни забытой душе Арчи. Он медленно повернулся и, преодолевая свои страхи, коснулся носом ее маленьких пальчиков. Это мгновение стало поворотным моментом для обеих душ. Человечество и собачья душа соединились, мгновенно заполнив пространство между ними светом и пониманием. Некоторые волонтеры наблюдали за этой сценой, чувствуя, как в воздухе витает чистая, непередаваемая радость. С момента этой встречи между Арчи и Верой даже свет и климат в приюте начали меняться. Здесь, среди стен, пропитанных горечью, зазвенели ноты надежды на новую жизнь. Вскоре после этой встречи с Арчи начало происходить чудо. Он начал вилять хвостом, еле заметно, но с каждым днем все уверенней. Искра в его глазах, которую долгие годы никто не видел, вновь загорелась. Вера была убеждена, что Арчи должен жить с ними, ведь именно ей удалось, казалось бы, сделать невозможное. Родители Вера, сначала с удивлением, а затем и с нежной болью в сердце, наблюдая за их взаимодействием, начали сомневаться. Они сомневались, что их маленькая дочка сможет сделать так, чтобы этот потерянный пес снова поверил в людей. Однако по мере того, как Арчи продолжал проявлять свои новые таланты и желания, их сердце тоже постепенно растопилось. Через 2 недели после первой встречи они согласились взять его домой. Домой Арчи попал не просто как собака. Он стал символом возрождения. Каждое утро он бодро встречал лучи солнечного света, ярко освещающие их дом, словно заново рождаясь в этой новой, полной любви жизни. Арчи стал частью их семьи. С новыми хозяевами он начал менять свои привычки. Он больше не прятался в уголке вольера, а с удовольствием следовал за Верой, как добрая тень.
Они вместе гуляли по парку, бегали по полям и исследовали соседние улицы, а Арчи всегда был позади, внимательно следя за маленькой хозяйкой. С каждым днем их связь становилась все крепче. Арчи, некогда угнетенный, теперь обожаемый, спал у кроватки Веры, охраняя ее от всех возможных опасностей. Стоило только подняться к какому-то непонятному звуку, Арчи тут же настораживался, готовый защитить свою маленькую подругу. Даже когда пьяный сосед поднимал шум, Арчи вставал в полный рост, зарычал и становился на защиту своей хозяйки. Он проявлял все лучшие качества, и Вера знала, что может на него положиться. Когда пришло время Вере пойти в школу, Арчи каждый день провожал ее до ворот, нежно касаясь ее ног своим носом, словно прощаясь. Его гибкое тело, полное энергии и силы, придавалось большому смыслу, когда он ждал ее за воротами. Он с трепетом ожидал ее возвращения, зная, что каждый день будет испытывать ту безусловную любовь, которая связывает их. Один из видов минут ожидания был моментом радости для обеих сторон. Вера не могла сдержать свою улыбку, когда увидела своего лучшего друга. Арчи стоял, весело виляя хвостом. Летние дни пролетали быстро. Они вдвоем наслаждались весельем, вместе исследовали мир, оставляя позади печаль, которая когда-то была таким большим грузом. Арчи стал настоящим членом семьи, он даже позволял Вере заплетать себе бантики и играть с его ушами. Со временем он стал надежным и заботливым другом, который понимал ее без слов. Порой они играли в прятки, и Арчи, весело виляя хвостом, искал Веру, ласково тыкаясь носом в ее руку, будто приглашая к новым приключениям. Каждый день приносил им новые открытия, которые они делили друг с другом. Заблудившийся котенок, радужные бабочки и плавающие на пруду лебеди. Вера не могла представить себе жизни без Арчи. Его любовь стала ее опорой, и каждый момент, проведенный с ним, был бесценным. Прошло 10 лет, и Вера, теперь уже студентка, начала замечать изменения в Арчи. Он всегда был рядом, но старость стала забавной незнакомкой, тихо крадущейся в его жизни. Ветеринар, посмотрев на него с грустью, сказал, что сердце Арчи устало от любви и преданности. Вера ощутила, что что-то не так, как будто звезды на небе вдруг потускнели. Она осталась с ним всю ночь, ласково гладя его по голове и шепча: «Ты мой лучший друг». Она рассказывала ему истории о том, как они вместе стали взрослее, как они исследовали мир, издевались над всеми друзьями и животными, как учились друг у друга. Вера знала, что неважно, что происходит в жизни, она всегда будет помнить, насколько важен Арчи для нее. На утро, когда солнце только начало подниматься над горизонтом, Арчи закрыл свои глаза и больше не проснулся. Вера с отчаянием и печалью в сердце похоронила своего любимца в саду, где они когда-либо играли вместе. Она украсила его могилу цветами и игрушками, которые так радовали его в жизни. Каждое утро она вставала рано, чтобы проведать его, вспомнить все счастливые моменты, которые они разделяли. Ее сердце болело от утраты, но это также стало возможностью для нового взгляда на жизнь. Вера решила, что будет продолжать заботиться о других животных так же, как когда-то Арчи исправил ее жизнь. Она начала посещать приют ежедневно, снова и снова настраивая себя на новые встречи с животными, которые, так же, как и она когда-то, нуждались в любви и поддержке. История Арчи и Веры в маленьком городке продолжала жить. Со временем Вера стала волонтером в приюте, приезжая каждую субботу, чтобы помочь тем, кто, как когда-то ее Арчи, нуждались в любви и поддержке. Она верила, что чудеса случаются, и это было ее включение в каждую спасенную жизнь. С собачьими глазами, полными надежды и ожидания, Вера знала, что каждый из тех, кто попал в приют, ждал своего волшебства. Из опыта дружбы с Арчи она поняла, что доверие и любовь могут изменить жизнь. И теперь, возвращаясь в приют, она знала, каждый день может принести новое чудо, если в них верить. Таким образом, Арчи, величественная немецкая овчарка и верный друг, стал не только частью безмятежной жизни Веры, но и пойманным в сердцах многих, кто верил в силу любви и дружбы. Каждый раз, когда Вера заходила в приют, она видела, как другие собаки, как когда-то она сама, ждали своего шанса на счастье. Она была уверена, история Арчи живет в ее сердце.
вдохновляя на новые дела доброты и настоящей любви.